Всем солнечное итальянское чао! С вами Влад Кава, искусствовед и преподаватель итальянского языка. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие в самую суть, в глубину итальянского языка. Я кратко расскажу вам о маленькой, но очень важной частице «чи». В Италии вы будете постоянно слышать это слово «чи» или «ci sono». Так что же такое это «чи» и как ее перевести? Частицу «чи» трудно, чрезвычайно трудно перевести одним словом. Можно сказать, что у нее даже нет буквального перевода, потому что ее значение меняется в зависимости от контекста, в зависимости от ситуации и в зависимости даже от настроения. Но можно выделить три основные функции. Первая функция «чи» как наречие, место. Переводится как «здесь» или «там» или «туда». Вторая функция «чи» как местоименная частица. Она заменяет фразы с предлогом «а». И третья функция – это «чи» в устойчивых выражениях и возвратных глаголах. Используется еще для красоты звучания фразы. Да, такое тоже очень часто бывает в Италии, когда грамматику придумывают, либо корректируют специально, чтобы звучать более красивее. Это постоянно у нас такое. Теперь давайте разберем каждую из этих трех функций детально. Да? Так, первая функция. «Чи» как «здесь» или «там» или «туда». Это наречие места. Частица «чи» в итальянский язык может указывать на место и отвечать на вопрос «где». «Чи» как «здесь» или «там». Per esempio, например, фраза «Sei mai stato in Italia». Ты когда-нибудь был в Италии? И ответ «Си, ci sono stato l'anno scorso». Да, я там был в прошлом году. Видите, там переводится как там, вот эта частица. Или, допустим, вы спрашиваете своего друга «Andiamo in pizzeria». Пойдем в пиццерию. Ответ «Си, ci andiamo». Да, мы туда идем. Да, мы туда пойдем. Да, пойдем, пошли туда, вперед и так далее. Ну, и вперед туда. То есть она переводится как да, туда. Ну, туда, в куда-то, куда спрашивать. Вот оно, «чи». Это, знаете, «чи» словно добрый официант, который услужливо добавлять куда, туда во фразах. «Andiamo al cinema stasera». Пойдем в кино сегодня вечером. «Си, ci andiamo volentieri». Да, мы с удовольствием туда идем, туда пойдем, туда. «Чи» как туда. Понятно, да? Простое правило, которое нужно запомнить. Выпишите его себе большими буквами, подчеркните. Если «чи» можно заменить на слово в русском языке «здесь» или «туда» или «там», значит оно указывает на место. Очень часто начинающие изучать итальянский язык на этом моменте путаются. Поэтому выпишите себе это правило в тетрадке, потому что он сложный. А еще лучше скачайте конспект этого урока. Я загружу конспект в мой телеграм-канал. Подписывайтесь, там много материала, скачивайте, распечатывайте, чтобы всегда и везде удобно повторять грамматика итальянского языка. Дальше, вторая функция. «Чи» в возвратных глаголах и глаголах с частицей «чи». Некоторые итальянские глаголы просто обожают «чи». Они с ними как парочка Твикс, как Бонни и Клайд, которую невозможно разлучить. Например, такие глаголы как «provarci», попытаться, «metterci», затрачивать время, «tenerci», считать важным. Вот эти глаголы, они всегда с «чи». Видите, даже в форме видите. Например, фразы «ci metto 10 minuti a prepararmi». Мне нужно 10 минут, чтобы собраться. А если вы итальянец, то 30 минут. Но это уже другая тема. Мы итальянцы как черепашки. Мы
не любим спешить. Зачем спешить? Наслаждаться жизнью нужно. Этой солнечной благодатью, дольче фар ниенте. У меня, кстати, видите, даже есть черепашка, мое тотемное животное. Кстати, вы знаете, что такое итальянская дольче вита, дольче фар ниенте? У меня есть целая лекция про это. Ссылка будет в первом комментарии. Обязательно посмотрите. Идем дальше. Ci vediamo domani. Увидимся завтра. Ci metto 10 minuti per arrivare. Мне нужно 10 минут, чтобы добраться. Ci tengo molto a te. Ты мне очень дорог. Ci provo anche se è difficile. Я попробую, даже если это сложно. Но почему? Вот эти примеры, они сложные. Да, действительно сложные. Это итальянская грамматика уровня B1. Дело в том, что некоторые глаголы в итальянском языке требуют частицы «ci» обязательно, даже если в русском языке аналогичного слова нет. Например, metterci дословно переводится как «класть в это время», да? Но мы говорим просто «тратить время». Потому что дословно нельзя переводить. Но это грамматическое правило для начинающих изучать итальянский язык довольно сложное. Поэтому эту часть изучают на более продвинутых уровнях. Поэтому идем дальше. Еще успеем с этим разобраться на других уроках итальянского языка. Третья функция «ci» с глаголами, которые требуют предлог «а». И в данном случае с этими предлогами, которым нужен предлог «а», «ci» переводится как «об этом», «в это», «на это». Некоторые итальянские глаголы, они всегда используют предлог «а». Например, глагол «pensare a qualcosa» – «думать о чем-то». И тут приходит «ci» на помощь. «Ci» берет ситуацию в свои руки и заменяет всю эту конструкцию. Например, pensi alla vacanza. Ты думаешь о отпуске? Sì, ci penso sempre. Да, я об этом думаю всегда. Riuscite a finire il compito. Вам удалось закончить задание? Sì, ci riusciamo. Да, нам это удалось. Совет тут. Если во фразе вам нужно сказать слово «об этом» или «на это», то можете смело ставить частицу «ci». И «дело в шляпе». Кстати, вот эту фразу «дело в шляпе» любил говорить президент Америки Авраам Линкольн. Это его любимая фраза была. И, к слову сказать, Авраам Линкольн – мой любимый президент в истории Америки. Если вы любите историю, особенно искусство Италии, то у меня есть YouTube-канал с моими лекциями про искусство и историю. Ссылка будет в описании. Дальше, четвертая функция – «ci» плюс глагол «essere». Это просто магическая формула. В итальянском языке есть особая конструкция «c'è» и «ci sono». Существует. Переводится как. У меня есть отдельный урок про нее, тем более там более детально я рассказываю. Сейчас чисто так кратко. Когда вы заходите, например, в кафе или в итальянский бар и спрашиваете «Scusa, c'è un tavolo libero?» Извините, здесь есть свободный столик? И официант отвечает вам «Нет», потому что в Италии всегда и везде аншлаг. Столики всегда заняты, потому что мы любим проводить время вне дома, в барах. Или вот еще пример. Ci sono tanti turisti oggi. Сегодня так много туристов. C'è un problema. Это есть проблема. Ci sono molti studenti in classe. В классе много студентов. Запомните. C'è в данном случае «c'è» переводится как «есть» в единственном числе. А «ci sono» тоже переводится как «есть», существует, да, но уже во множественном числе. «C'è» – это один, «ci sono» – это много. Без «ci» фраза звучала бы странно.
Вывод. Резюмируем все сказанное на этом уроке. Почему чи так важно? Частица чи, она выполняет несколько функций в итальянском языке. Она заменяет наречие места, используется в возвратных глаголах и служит заменой слов с предлогом «а» и переводится как «куда» или «туда» или «там». Она делает речь итальянцев более легкой, простой и делает итальянский язык более красивее, более элегантней. Итальянский язык – это музыка, это мелодия, это опера. Запомните основные принципы использования чи и сохраните себе эту табличку. Сделайте скриншот, фотографию экрана, чтобы постоянно ее повторять. Чем чаще будете на нее смотреть, тем быстрее вы запомните. Тем быстрее доведете до автоматизма, как таблица умножения 2 на 2. Чи – это ваш маленький, но преданный друг. Частица чи часто вызывает путаницу у начинающих изучать итальянский язык. Но не злитесь на нее, просто чи, она очень хочет быть полезной. Кстати, о полезности. У меня есть видеокурс итальянского языка для начинающих. Есть вариант для самостоятельного прохождения и вариант в группе. Скоро будет старт. Подписчикам YouTube канала моего скидка. Курс уникальный, над ним работали более 15 итальянцев из разных регионов Италии. Более практичного и полезного курса нет, потому что он сделан итальянцами в Италии и с любовью и заботой об учениках. Allora, итак, итальянский язык, итальянская частица чи, она как верный друг, всегда рядом, готова помочь. По сути, чи – это такое, знаете, необычное маленькое слово с большой миссией. Представьте, что чи – это такой приставучий итальянский супергерой, который вечно сует свой нос в разговор и вечно хочет всем помочь, как слово «паразит». Да? Его произносит итальянское слово «паразит» везде и всегда. Где-то что-то происходит, там и сразу появляется он, чи. Супергерой чи. Ему везде нужно быть, все подменить, заменить, во всем ответить. Такой приставучий супергерой по имени чи. Но главное, не бойтесь использовать частицу чи. Эта тема сложная, но нужно практиковаться с ней много времени, чтобы не путаться. Попробуйте строить фразы, чтобы тренироваться. И со временем частица чи, она станет вашим верным союзником в итальянском языке. Частица чи трудная, чтобы запомнить, чтобы не путаться тут. Увы, нужна постоянная практика. Тут даже, знаете, заучивание правил не поможет. Тут нужно чисто практиковаться, постоянно повторять примеры использования. Просто тут нужно уделить ей больше времени и больше внимания. Потому что вы же видите, да, сколько у нее много разных значений. Поэтому сначала трудно будет не путаться между ними. Но если повторять правила периодически, системно, то все будет отлично, все будет хорошо. Обнимаю вас и помните, ci vediamo presto per una altra lezione. Увидимся скоро на другом уроке.